Всем привет! В прошлом видео я рассказывал, как можно создавать свои многослойные конструкции. Ссылка на видео будет в описании и здесь наверху подсказка. Сейчас я покажу вам небольшую хитрость по поводу применения многослойных конструкций в ваших проектах. А именно, линия привязки многослойной конструкции. Давайте я выберу обычную стену и сравню ее с многослойной конструкцией. Построю стену. И у стены у меня есть вариант выбрать 3 линии привязки. Это наружная поверхность, по центру и внутренняя поверхность. Ну, они говорят сами за себя. Давайте я покажу, как это все выглядит. То есть, наружная поверхность выглядит вот так. Внутренняя вот так. Здесь линия привязки снаружи, по центру и внутри. В многослойных конструкциях еще добавляются 3 варианта. Это наружная поверхность, по центру, внутренняя, все так же, как и у обычных. Но еще есть снаружи ядра, по центру и внутри ядра. Давайте покажу, как это работает. Я выберу многослойную конструкцию и тиражирую ее еще на несколько раз. И присвою к каждой из них привязку. Когда их все выбираю, линии привязки отчетливо видно. Здесь все остается так же, как и у этих стен, а здесь уже есть отличие. Так как при создании многослойной конструкции я выбирал, что штукатурка на этой стене не является ядром, поэтому у нас линия привязки идет именно по одной из сторон нашего ядра, то есть блоков для заполнения. Как это можно применять в своих проектах? Например, вы хотите нанести штукатурку на вот эту стену. Вы сделаете многослойную конструкцию, выбираете многослойную конструкцию и ставите 2 слоя штукатурки. Но у нас сместилась сейчас перегородка. Если я 2 раза нажму назад и вот так зафиксирую курсор, чтобы было наглядно понятно, что блоки смещены. Я нажимаю назад и видите, блок у меня сместился на вот это расстояние. Чтобы этого избежать, я выбираю многослойную конструкцию, которая привязка вот здесь. Впитываю при помощи Alt пипеткой. И Ctrl-Alt передаю ее параметры сюда. И просто появляются 2 слоя штукатурки над ней. Я сейчас возвращаю действие назад и вперед, чтобы наглядно было понятно. Также при использовании многослойных конструкций у нас наличники и коробка двери сама редактируется. Видите, она становится шире. Вам не приходится создавать дополнительные слои для штукатурки и что-то здесь придумывать с наличниками. Использование многослойной конструкции очень удобно. Используйте их в своих проектах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!